Всем привет! С вами подкаст «Просто о сложном» и я, неизменный ведущий Вадим. Сегодня у нас интересный подкаст. Прошло 45 дней, как на моих руках и на руках моей супруги оказались семерки. Пришло время подвести итоги. За 45 дней вау-эффект более-менее прошел. Можно четко все расставить, подумать, стоит ли этот телефон своих денег как примерно 2 Боинга, ну, или там парочку машин, грубо говоря, очень дорогой телефон. И стоит ли в 2026 году, к примеру, покупать этот телефон, если ты имеешь, к примеру, предыдущие фолды, или стоит обратить внимание на следующий анонс Samsung, который анонсировал буквально в этом году, это Triple Fold, то есть телефон, раскладывающийся на 3 части. Итак, многие вещи, которые мы обнаружили за 45 дней, вы узнаете немножко позже в этом подкасте. До этого, пожалуйста, подпишитесь на подкаст, поставьте лайк. Кнопка для подписки вы знаете, где находится. Я дам вам на это время, и мы начнем. Итак, прошло 45 дней, немножко больше, с тех времен, как мы с супругой приобрели два этих телефона. Ну, себе и супруге мы взяли два этих телефона. Это Samsung Fold 7, это уже 7-е поколение этого легендарного телефона. Почему легендарного? Потому что я считаю, что именно Samsung с их телефонами Fold начал линейку этих телефонов, которые сейчас называют раскладушками. Первое, с чего я хочу начать, все, кто рекламировал этот телефон, и я даже не упустил этого шанса, когда я показывал его распаковку и первые ощущения от телефона, хвалили его небывалую тонкоту. Это просто такой телефон, который просто обалденный, тонкий как лезвие и так далее. Мнение через 45 дней, а точнее сразу же изменил это отношение к этому телефону по поводу тонкоты. И если вы посмотрите, у моих руках сейчас два совершенно не тонких телефона, потому что они находятся в бронированной такой одежке, будем так говорить. Ну, несмотря на это, есть MagSafe для зарядки через магнит, через подмагнитивание, что у меня, что у супруги. Эти два также телефона сейчас защищены. А почему это минус был? То есть тонкоту довезли до такого предела, что раскрывая телефон, когда вот он еще был не облачен, этот телефон просто норовил постоянно выскользнуть, это раз. И постоянно ты думал о том, что он выскользнет, а он еще и дорогой. Ну, и это, конечно, было неприятно. Следующее, что, естественно, было плохое в этих телефонах, сразу же было замечено, это шатание. Шатание, потому что у них очень-очень выпирает этот блок камер. О блоке камер я также скажу, чтобы не забыть. Для меня это большой сюрприз, что такой телефон с такими большими ценником таким и вроде бы с кучей технологий в середине остался на камерах как предыдущий телефон, то есть как это не раскладывающийся телефон S25. Да, они неплохие камеры, но они просто ок. Тут есть ширик, тут есть простая камера, но что-то касаемое хорошего зума, то есть перископный объектив, здесь этого нету. То есть это еще не шаг вперед, а это шаг чуть ли не назад. Почему их флагманы, они так вот не снабжают? Для меня это остается большим вопросом останется для меня. Но снимают они неплохо. Во всяком случае, как я это делал, это неплохо. Следующее. Так как они были тонкие и выскальзывали, хотелось постоянно, конечно, чтобы или какая-то насечка на них была,
Или вот как мы сделали с супругой, заранее заказав чехлы для них, тут же в первый же день одели в их такие чехлы. Что произойдет с людьми, которые просто купили телефон и пошли, ну, у нас в Латвии, искать для этого телефона какие-нибудь нормальные, ну, одежку, как я выражаюсь, хороший нормальный какой-то чехол. Максимум, что они найдут, более-менее нормально, это будет прикрывать только одну сторону. Передняя сторона, это вот эта вот сторона, останется незащищенной, без бортиков, без всего. То есть вот этот экран и все остальное будет не защищено. Будет такая накладочка только сзади и все. Больше ничего нормального. То, что мы вот с супругой купили в США, мы у нас в Латвии не нашли. Люди, конечно, будут бежать на Тему, будут бежать на Алиэкспресс и так далее. Пытаться оттуда заказывать и заказывать эти телефоны. Но вопрос очень такой интересный. Почему даже сама Samsung не создала какой-нибудь вот такой вот один, пускай защищенный чехол? Они создали несколько чехлов. Это подобие чехлов для простых телефонов. То есть это или там ультрапластик, какая-то такая непонятная ремешок. То есть там, значит, нету MagSafe. Потом сделали даже один карбоновый снова сзади. Почему, если вы сделали карбоновые и вы хотели подчеркнуть и немножко хотя бы защитить телефон, вы не сделали переднюю часть тоже, для передней части карбоновую? И чтобы туда можно было наклеить тоже какую-то пленку. Тут проблема заключается также в том, что шарниры-то нигде никто не защищает, и ты постоянно о них думаешь, что если туда что-то попадет, к твоему телефону, простите за мой грубый сленг, наступит криндец. Криндец, то есть он начнет скрипеть, и это будет очень плохо. Вот два телефона, которые у нас находятся с супругой, и два этих чехла, я просто специально ходил в те магазины, где продаются чехлы и телефоны, и спрашивал у больших ритейлеров, у малых, по интернету, есть что-то у вас нормальное? Ничего нету. То есть человек покупает телефон за 2000 евро и после этого не может его защитить. Это, конечно, полный провал. Следующее. Смотрите, что происходит с внутренним дисплеем. Внутренний дисплей, я его специально не чистил. Вот сейчас я его закрою. Посмотрите, как он заляпан. Заляпан он просто обалденно. Это вот сейчас просто срабатывает камера на открытие. Я не знаю, видно вам или нет, но поверьте, протирай его, не протирай, он все равно заляпается. Вопрос снова к Samsung и вообще к производителям вот таких телефонов. Я понимаю, что тут какой-то специальный пластик, но почему его нельзя было сделать матовым? Вы боитесь за то, чтобы чтобы красивые краски проходили, потому что сквозь матовое стекло, наверное, будет искажение. Но вы не боитесь, что люди, которые не любят вот эти заляпанные ужасные телефоны, будут его постоянно протирать. Это неудобно, будем так говорить откровенно. Я сначала думал, что, а может быть, можно наклеить какую-то пленочку и будет продаваться, и тогда он не будет ляпаться и заодно защищаться, или наоборот, я не знаю. Нет, не вышло. Пленку сюда наклеить крайне нельзя. Это невозможно или нельзя. Всякими китайскими штуками я пользоваться не буду. Слишком дорогой девайс. Поэтому мы с супругой на чем остались, Делаем вот так вот, если нет тряпочки, и закрываем его. Теперь внешне. Внешне какие красивые вот у нас эти чехлы, что у супруги он такой более, как я выражаюсь, девчачий, что у меня он более брутальный. Еще раз повторюсь, у меня компании Dexnor, очень крутой чехол. У него есть всякие такие вот открывашки, вот такая вот, то есть телефон можно вот так вот ставить, видите, он так вот будет стоять. Также и у супруги можно сделать. Сейчас я покажу. То есть открываешь вот так вот. Тоже вот такая открывашка. Он ставится вот так вот. То есть, ну, очень удобно. У меня даже еще зачем-то одна сделана. Можно и вот так поставить. Но я этим не пользуюсь. Вот здесь еще одна есть.
Открывашка вот такая вот. Кстати, у обоих тоже есть, у этих, ну, телефонов есть, вот она, вот эта открывашка. Я вот так вот ставлю, вот. Таким образом он будет стоять. Классно. То есть полностью защищает механизм, не скользит 1,5 месяца, так как очень хороший материал, ничего не испортилось. Еще раз повторюсь, во всяком случае черный. Вот супруги я не помню, к сожалению, название компании, которая выпускает. У меня название компании Dexnor. Там вот я вот сейчас вот покажу с обратной стороны. У обоих есть уже встроенные MagSafe, естественно. И, ну, в общем, классно, все защищено. Следующее. Значит, поэтому все понятно. Нету никакой поддержки по поводу вот этих вот чехлов. Дорогой телефон покупаешь, и совершенно он у тебя не защищенный, будем так говорить. В середине экран глянцевый, нельзя ничего наклеить, и будет постоянно у вас мараться. Внешний экран. Ну, сейчас у меня нету пленки, сейчас у меня уже, еще раз повторюсь, что у меня, что у супруги закрыто вот этими крышками уже со встроенным стеклом защитным от этих чехлов. Поэтому я не наклеивал, хотя вот на внешнее стекло я видел, есть какие-то пленки, даже, наверное, можно и наклеить вот эту вот антибликовую. Вот это вот все, что для них есть. Что еще я скажу, это вот все это у меня минусы. Но тут же я коснусь экранов и скажу плюсы. Экраны, конечно, суперские, очень яркие, очень обалденные, на них очень удобно работать. Что еще я заметил у этого телефона по сравнению даже с другими фолдами, которые у меня были. Я очень часто работаю, сейчас лишь что-то делаю в закрытом состоянии, как и моя супруга тоже. Не всегда я его открываю. Почему? Потому что вот как раз экран, который есть, он, ну, да нет, он, наверное, не отличается от обычных телефонов. Очень удобно лежит в руке. Ты можешь написать там смс-ку, месседж, прочитать что-то и так далее. Если ты не считаешь нужным его развернуть, ну, раскрыть его полностью. До этого был, конечно, большой минус. Телефон был очень узкий, и напечатать какое-то послание на такой клавиатуре, как там, было, ну, практически невозможно. А здесь сейчас это стало возможным, и многими приложениями ты можешь тоже пользоваться в закрытом состоянии. То есть телефон меньше надо открывать, закрывать. И открываешь только тогда, когда ты находишься в более таком нормальном положении, грубо говоря, когда ты хочешь там что-то почитать или даже во что-то поиграть. Но поиграть во что-то более мощное, я вам скажу откровенно, я не пробовал, я просто смотрел, что кто в него играет в более мощные на андроиде, которые игры. Будем так говорить, физику не обманешь. Это когда мне рассказывают, как аудиофилу, что есть такие колонки классные, показывают вот такие маленькие, я говорю, слушайте, ребят, ну не могут такие маленькие очень колонки выдавать классный звук. Но не могут. Физику не обманешь. Нужен большой объем, и хороший тогда будет воздух, фазоинвектор выдавать хороший звук. С телефоном то же самое. Если у вас телефон, и с ноутбуком то же самое будет. Если телефон тонкий, что происходит? В середине находится Snapdragon Generation 5, я уже не буду там вам перечислять гигагерцы и так далее, который при трудоемких каких-то операциях начинает греться. И телефон начинает разогреваться. А это не очень, естественно, хорошо. Внутренний экран. Кроме того, что он заляпывается, у него есть еще один ощутимый минус. Смотрите. Экран квадратный, практически квадратный. Сейчас я открою для вас любую, будем говорить, видео. Видео, к примеру, с любимого вами экрана, точнее канала, прошу прощения, просто о сложном. И посмотрите, как он там будет. Смотрите, ну вот, я его сейчас переверну даже, у него появилась специальная дырочка. Смотрите, какие гигантские линии
сверху и снизу черные. То есть в этом отношении вы не пользуетесь этим экраном полностью и нормально. Так и остается, что экран у вас все равно не для просмотра видео. Наверное, для игр, оптимизированных для этого телефона, это подходит. Но ни в коем случае не подходит для просмотра видео. Потому что будут черные полосы и будет не очень хорошо. Для чтения книг, для редакции PDF, если вы хотите это сделать, он, конечно, хорош. Но если взять что-нибудь, что касаемое просмотра видео, это не очень, по моему мнению. Ну, можно, конечно, посмотреть ролик, но это будет выглядеть еще так себе. Сам экран, то есть вот сами краски, которые он будет передавать в том объеме, который можно уместить на этом экране, они, конечно, хороши. То есть это будет нормально. Если касаться экрана, то что мы продолжим эту же тему по телефону, то в самом начале, наверное, подходя к рекламе от остальных блогеров, вы говорите: да, да, конечно, этой складки нету, и я на нее не обращаю внимания. Так оно и есть, в принципе. Для меня эта складка, если так посмотреть, вот так смотрю, это так, если присматриваться. Провожу пальцем, да, я ее чувствую, естественно. И я к ней привык, наверное, так мозг человека устроен, адаптировался, что складку эту со временем ты перестаешь замечаться. Но учтите, люди, которые не согласны к таким компромиссам, это они будут замечать каждый день. И не выйдет так, что вы забудете про нее. Она есть. Если вы будете часто открывать телефон или закрывать, да, то есть вы будете постоянно видеть это. Насчет экрана, наверное, все. То есть сам экран нормальный и сам экран хороший. Закрою его. Следующее. По поводу батареи. Телефон 1,5 месяца. И в принципе, если его с утра забрать и использовать среднее, я не считаю, что мы с супругой очень большие такие пользователи телефона. Но, к примеру, когда едем в машине и супруга ложит свой телефон если без зарядки оставит, или с зарядкой, беспроводная зарядка в машине есть, просто надо положить телефон. Телефон еще работает как передача данных на навигационную систему, да, мы пользуемся с него. То есть у нас Android Auto стоит, и нам это более просто, потому что туда подключен WhatsApp для супруги тоже, и она может на ходу мне ответить на мои звонки. Если я так думаю, постоянно пользоваться GPS и постоянно пользоваться социальными сетями, не играть в трудоемкие игры, а пользоваться мессенджерами, там прочитаешь какой-нибудь там новости, что-то еще. Я так думаю, что вполне телефон с утра весь рабочий день до позднего вечера будет выживать. Я смотрел, там некоторые говорят, что надо пользоваться повербанком. Нет, на моем примере такого нет. Может быть, я не такой сильный пользователь. Я не слушаю музыку на нем. Очень много. Может, супруга тоже не слушает, я знаю, только немножко на нем слушает музыку. Я не слушаю совсем, потому что я слушаю только с плеера. А он у меня находится в плане коммуникаций, в плане новостей, в плане прочитать почту, в плане там каких-то там мессенджеров и так далее и тому подобное. То есть я слышал, там некоторые говорят по поводу: нет, надо брать с собой повербанк. Ну, не знаю. Может быть, я не так сильно придирчив и не так сильно его использую, но за 45 дней я ни разу не увидел, что мне надо было брать повербанк. Как работает сама система вообще? И сейчас уже там находится новая версия оболочки от Samsung. Что меня радует? Они работают очень плотно в сотрудничестве с Google. И поэтому это не какая-то там в подвале сделанная прошивка сверху, а официальная нормальная
Win от Гугла работает стабильно, работает плавно, работает классно, как и должно быть у флагманского телефона за такие большие деньги. Если взять объем памяти 512, нам с супругой их более чем достаточно. Ко всему прочему, у нас телефон, что у меня, что у супруги, подключен к нашему накопителю дома, которым ты можешь сбрасывать и фотографии и так далее, где бы ты ни находился. О том, как у меня работают в связке вот такой мини, как бы, сервер и плеер, и телефон, и все, что хочешь дома, я вам расскажу в моих следующих подкастах. Если вас это больше интересует, пожалуйста, оставляйте под этим видео комментарии. Я расскажу, что, или может быть вам про что-то интересное, как у меня работает дома, я обязательно вам расскажу. Давайте сделаем какой-то вывод по этому телефону и давайте сделаем заключение. Да, если брать с предыдущими телефонами, а совсем предыдущего у меня лично не было, у меня был Fold 5, а у супруги не было совсем фолдов, это ее первый. У меня был первый Fold, третий Fold и пятый Fold. Или четвертый Fold и пятый, да. Второй, четвертый и пятый. Первый мне сразу показался каким-то странным. Вот эти фолды у меня были, и может быть потому, что это перескочилось через одно поколение, мне он показался таким интересным, прорывным и обалденным в плане экрана, в плане плавности работы и так далее. Если вы находитесь, и у вас такой телефон находится, как шестой, которого у меня не было, мое мнение, вы его одеваете в какой-то такой вот бронированный такой вот жилетик, так сказать, чтобы телефон находился в хорошем состоянии, и у вас он, конечно, не разбит и так далее, переход на Fold 7, мне кажется, не нужен. Шестого вполне вам хватает, при том, что на шестом можно было использовать внешние стилусы, или точнее даже такие, даже были такие крышки, где можно было вставлять стилус большой и писать, да, а на этом уже ничего этого нельзя делать. Ну, только внешние там такие-то, они совсем доморощенные. Хоть и от Milkins, кстати. Если вы не работаете на шестом, то и он нормально работает, то на седьмой переход, мне кажется, не нужно делать. Если взять и сказать, что у вас шестой, давайте все побежим и будем покупать от 3 Fold, мое мнение, как техногика, первые вот эти вот модели от любых, это не относится к Samsung, они как бы выпускаются, во-первых, с очень завышенной ценой, потому что технологии не совершенно не обкатанные. Второе, их выпускают для людей, чтобы как бы как на подопытных кроликах. То же самое было с первым и вторым. Посмотреть, вот это не работает, это работает, в следующем будет по-другому. Мое мнение вообще, я так посмотрел, что когда технологии начинают работать, это еще насчет Trifold, надо брать примерно вторую, а то и третью версию, когда все уже обкатается. И когда более-менее девайс будет работать. Про Trifold ничего не могу сказать. Единственное, что я много посмотрел про него обзоров от других блогеров, неплохих блогеров и неплохие обзоры, меня сразу смутило одно. В отличие от Honor, его можно использовать только в полностью разложенном состоянии, если разложенном. То есть у него так все закрывается, что нельзя открыть одну створку и использовать его как Fold, а потом открыть еще одну и как большущий планшет. Там надо полностью все открыть, и только тогда он начинает функционировать. Это большой минус, мое мнение. Может быть, кто-то другой имеет другое мнение, пожалуйста, оставьте в комментарии. Ну и честно,
Многие говорят, что ой, я слабо себя представляю, как там где-нибудь или что-нибудь. Я сижу и раскрываю такой телефон. Слушайте, на ходу я не раскрываю этот Fold. Зачем? Человек, который едет в машине за рулем, он тоже не открывает его. Где мы его открываем? Дома, в офисе, где-то едем в общественном транспорте. Если кто-то едет на общественном транспорте. Некоторые говорят, ой, представляете, 3 фолда и открыть в каком-нибудь общественном транспорте в метро. Ребят, раньше и фолды не представляли, чтобы можно было открывать или где-то работать. Это считалось бы вообще чем-то очень странным. Поэтому все относительно и все то, как человек на это смотрит. То есть заключение такое, что мы с супругой, особенно супруга, очень довольны этими телефонами. Те минусы, которые у них есть, мы их избежали, заранее приобретя вот эти чудесные чехлы. И теперь при открытии он вообще не скользит. Очень цепкий, потому что это прорезиненное все. И у супруги точно так же. У нее даже такая как бы шероховатость нанесена. То есть она открывает, там тоже ничего не скользит. Все кнопочки закрыты, и он очень защищен. Это мы избежали. Видео мы не смотрим много на этих телефонах. А то, что мы хотели от них, мы от них получили. Кстати, редактировать почту, отправлять почтовые отправления на них тоже очень-очень удобно. На этом я заканчиваю обзор Samsung Galaxy Fold 7 45 дней. Надеюсь, вам понравилось, что я сказал. На этом заканчиваю этот видео. Не забудьте поставить лайк или дизлайк, если вам не нравится этому видео. Подпишитесь на мой канал, оставляйте ваши комментарии, спрашивайте, я моментально на это реагирую. Большое вам спасибо и до следующих встреч.